Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы разберемся с пропорциями наших букв, с тем, какие бывают вообще варианты букв, широкие, узкие и так далее и тому подобное, ну и поговорим про соотношение сторон. Рисуя букву H, мы с вами определяемся с пропорциями квадратных символов, которые будут нарисованы в нашем шрифте. То есть мы сразу можем спрогнозировать то, насколько у нас широкие буквы будут, насколько они будут узкие, благодаря вот этой вот форме прямоугольника в букве H. Плюс ко всему мы определяемся с тем, насколько толстые у нас будут вертикали и насколько толстые или тонкие у нас будут горизонтали. Потому что шрифты бывают как с неконтрастным рисунком, когда они почти одинаковой толщины, как сейчас у нас в примере. Бывают сверхконтрастные, где горизонталь очень тонкая, вертикаль очень толстая. Бывает обратный контраст, когда горизонталь наоборот очень толстая, а вертикали тоненькие. Здесь также стоит обратить внимание, что в большинстве шрифтов, когда мы говорим о размерах вертикали, толщине ее и горизонтали, зачастую горизонталь, даже несмотря на то, что шрифт выглядит с одинаковой толщиной вертикали и горизонтали, они всегда немножко отличаются. Как правило, это где-то разница в 5-10%. То есть, если мы возьмем и посмотрим, что ширина вот этой вертикали 91 юнит, то по-хорошему, в нормальном шрифте, если он не имеет обратный контраст, она будет меньше примерно на 5%. Ну, допустим, это будет 87. И если мы сейчас нажмем пробел, то в целом, несмотря на то, что я даже сделаю 88, несмотря на то, что мы точно знаем, что вот эта часть и вот эта часть между собой отличаются на 4 юнита, визуально они все равно кажутся одинаковыми. Это просто оптическая компенсация. Почему так это работает, не могу сказать, об этом можно почитать различные статьи, но идея в том, что если вы откроете большинство качественных шрифтов, проверенных, так сказать, дизайнеров, и сравните толщину горизонтали и вертикали, вы всегда найдете в них разницу. Почти никогда не бывает одинаковое значение, потому что если вы сделаете одинаковое значение, шрифт будет смотреться немножко странно. Он будет вроде бы нормальный, вроде бы математически он грамотный, но что-то в нем не так. И зачастую проблема именно как раз таки в этом. Поэтому обращайте на это внимание, когда будете рисовать свой шрифт. Для примера посмотрим на шрифт, который я еще не закончил рисовать, который называется Fargo. Его ключевое отличие от того, что мы с вами сейчас рисуем журнально рубленый, это то, что здесь есть небольшой контраст. То есть если мы откроем букву H, или в принципе даже вот несколько символов с вами выберем, включая букву O, M, N и так далее, откроем их в Glyph Window, мы увидим, что буква H имеет небольшой контраст. Не 5%, а чуть больше. Это прослеживается и в букве O, и в N и так далее. То есть заметно, что горизонтальные тоньше, ощутимо тоньше, чем вертикали. Но это еще не все. Это шрифт, который имеет ось контрастности. Контрастность — это то, о чем мы с вами говорили до этого. То есть в данном случае это еще не самая контрастная его версия. Мы можем взять такую же насыщенность по темноте вертикали, но сделать сверхтонкие горизонтальные части. То есть, если мы посмотрим на вот эту горизонталь и на вот эту горизонталь, ощутима разница. В О то же самое, в А то же самое, в N немножко идея по-другому работает, потому что это все за счет движения пера работает, но тем не менее это тоже учитывается. То есть здесь контраста почти нет, здесь контраст очень сильный. Если мы посмотрим на тонкие начертания, которые в целом выглядят одинаково. На самом деле здесь тоже 2 пикселя, 2 юнита разница между ними. Но даже они у меня имеют разный контраст. Мы выбираем контрастную версию, мы выбираем неконтрастную версию. Это у нас почти квадратные прямоугольные символы, даже овал немножко не круглый прям полноценно, а немножко приплюснутый. Но есть и узкое начертание, которое тоже отличается. Задав пропорции буквы H, мы формируем рисунок общий нашего шрифта. И тоже здесь есть у нас различный контраст, и здесь тоже есть узкие, которые также отличаются по контрасту. То есть если мы откроем весь шрифт, мы увидим, что все символы имеют какую-то общую черту. Ширину символа, форма скругления овалов, контраст вертикали и горизонтали. Все это наследуется из символа в символ и тем самым образует общую систему. То есть если мы сейчас пробежимся по всем мастерам, то мы увидим, что они достаточно сильно отличаются. Я могу даже побольше сделать, чтобы заметнее было. Вот так. Переключаемся. Мы видим, что очень сильно они
между собой отличаются. При этом здесь у меня представлено только 8 мастеров, то есть 8 начертаний, которые я нарисовал. К ним я еще потом добавлю промежуточные, потому что еще пока у меня их здесь нет. И после этого я смогу сделать экспорт, во-первых, вариативного шрифта, который будет иметь параметры, которые можно потом будет двигать, чтобы сделать чуть насыщенность больше, чуть меньше, ширину больше, ширину меньше. И плюс ко всему, за счет того, что интерполяция позволяет нам сделать промежуточные значения при экспорте, не обязательно рисовать каждое начертание. Light, Regular, Medium, Bold, Ultra Bold или там еще что-то. Можно просто задать определенные координаты на оси вариативности, и FontLab сам просто интерполирует и сам экспортирует каждое из этих начертаний. Мне не нужно нарисовать 50 начертаний. Они у меня уже есть, и формируются они из вот этих 8, ну, в будущем получается, наверное, 12 разных начертаний. В общем, идея такая, что вариативность это очень удобно. Экономит время, при этом нарисовать нужно всего ничего. Вот примерно так и формируется у нас с вами общий характер, общее настроение шрифта. Когда мы рисуем шрифт, обычно я использую какие-то кратные значения. То есть вот здесь у нас с вами ширина вот этого вертикального контура 91. Это невозможно поделить на 2. Это приведет к тому, что не совсем корректные будут у нас значения при экспорте. То есть желательно это все округлить до 10 обычно. Если мы берем 91, то самое простое, это можно округлить его до 90. А вот горизонталь до 90 округлять мы не будем, потому что мы помним про оптическую компенсацию. То есть вот здесь 88, в принципе 90-88 это более-менее нормально. Ну, можно даже чуть-чуть сделать поменьше. То есть небольшой контраст здесь в принципе приемлемо. Вот, то есть у нас вот эта часть, они достаточно одинаковые. Плюс ко всему, что еще мы с вами здесь видим? Мы видим, что общий размер всего символа у нас 505. То есть мы сделали вертикали одинаковой толщины, сделали их кратно 10, кратно 2, допустим, если мы говорим о толщине вертикали в там, 2, 4, 6 юнитов, разумеется, 5 будет, ну, ни туда, ни сюда, а 2 это вполне даже можно. Делать такие тонкие шрифты, наверное, особо не нужно, но иногда такие тоже бывают. Но, в общем, кратно 2 это самое оптимальное, а в идеале это кратно 10. Это первое. Второе. Мы здесь видим, что общая высота у нас 700 юнитов, а ширина 505. Ни туда, ни сюда. Давайте как-то уравняем. Мы, например, сделаем на 5 сдвинули. Нажимаем Ctrl-A, в верхней части вот здесь видим 500, если по какой-то причине вот здесь чего-то не видно, ну, бывают всякие сбои, что-то там где-то показывается странное. Вот. Самый простой вариант это кликнуть в любом месте контура и нажать на вот эту иконку I. Здесь мы теперь видим точные реальные размеры всего глифа 700 на 500. Вот. Но мы же с вами рисуем Bold, а здесь мы видим начертание ближе к Regular. Ну, что-то вот такое, не очень жирное. Поэтому нам в идеале бы ее сделать больше похожей на вот этот вот образец, который у нас на фоне. Мы же для чего его добавили? Чтобы повторить его. Что я для этого делаю? Я выделяю вот эту вертикаль, с зажатым шифтом сдвигаю это все на 10. Ну, то есть шагом по 10 юнитов сдвигаю. Немножко сделаю пошире. Вот это тоже с зажатым шифтом. Я делаю вот так, но вот теперь разница уже в 4 единицы в целом нормальная. Но я бы, наверное, сделал еще чуть-чуть поменьше. Вот, но данная толщина, вот, кстати, посмотрите, лично мне, по моему мнению, исключительно, вот это положение горизонтали кажется слишком высоким. Оптически это оправдано, конечно, но вообще вот здесь у меня, если мы вот так выделим вот эти узлы, посмотрим, что разница в 260 юнитов. Если выделим вот эти юниты, вот эти узлы точнее, мы увидим, что разница в 306. То есть соотношение примерно с разницей в 46 юнитов. Мне это не очень нравится, и я бы сделал чуть-чуть более похожее на середину, потому что бывает шрифты с разной перекладиной. Где-то она очень высоко, где-то очень низко, это стилистический момент. Но здесь я бы чуть-чуть ее уравнял, поэтому я ее просто опущу чуть-чуть буквально. Вот так меня в принципе устраивает. Теперь уже разница между вот этим краем и вот этой частью горизонтали 270, а между этой 296. То есть разница уже в 26 юнитов. В целом меня такой вариант устраивает. Но, опять же, мы с вами здесь рисуем жирное начертание. А в текущем виде оно недостаточно жирное, как по мне кажется. Поэтому я бы сделал его еще более жирным. То есть у меня есть
Образец, форма, как это должно выглядеть. Но я бы сделал его понасыщеннее. Что я для этого сделаю? Я просто накину еще, наверное, до 170 в ширину вот этих вот вертикалей. То есть я вот здесь добавлю, вот здесь добавлю, 170 сделаю. Вот примерно вот так. Теперь горизонталь мне тоже нужно увеличить, потому что уже получается контраст сильно бросается в глаза. Поэтому я вот примерно вот так сделаю. Но все равно контраста многовато, и я сделаю 170 на 160. Мне это в принципе устраивает. Теперь проверяем высоту, вот это расстояние 280, а здесь 260. В целом нормально, меня устраивает. Но только общий размер 590, мне кажется, немножко слишком она вертикальная. Все-таки в оригинале буква она чуть более приквадрачная, то есть чуть-чуть пошире. А здесь получается я просто добавил веса, но внутрь этого глифа. То есть я их сдвинул, увеличил в ширину. Надо теперь немножко ее раздвинуть. Опытным путем я в своем шрифте, да, так как я делаю этот шрифт, повторяю за тем, что я уже когда-то делал, я пришел к тому, что ширина общей буквы меня устраивает равная 610 юнитам. Сейчас у меня 590, я накину вот здесь по десятке, чтобы она уже, фон, который у нас есть, он был как скелет своего рода внутри вот этого контура. То есть сейчас у меня 610, меня это полностью устраивает. Теперь в будущем, когда я буду рисовать какие-то символы, я буду как основу брать размеры конкретно вот этого начертания буквы N. То есть, если мне нужно будет нарисовать букву, я не знаю, какую-нибудь там N, например, то она, как правило, всегда чуть-чуть шире, N латинская имеется в виду, она чуть шире, чем латинская H. Соответственно, я уже возьму ее, сделаю не 610, а 620 или 630, например, чтобы как-то вот визуально это все совмещалось. То есть мы сейчас с вами задаем пропорции. Исходя из этих пропорций, мы уже будем рисовать все остальные буквы, чтобы когда они складывались в слова, у нас получилась полноценная композиция, нигде ничего не выбивалось, нигде не было чего-то такого широкого, либо чего-то такого узкого в соотношении с другими буквами. То есть из этого всего и складывается непосредственно полноценный шрифт. Так это и работает, это система. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.